Добрый день. Российским центром примирения враждующих сторон в короткие сроки была организована и менее чем за сутки проведена операция по выводу из восточных районов города Алеппо вооруженных формирований и членов их семей. Операция по выводу завершена. Блокированные кварталы покинули все мирные граждане и основная часть боевиков. По специально созданному гуманитарному коридору вышло 15 колонн с боевиками и членами их семей. Всего в направлении Рашидин-4 автобусами и каретами скорой помощи вывезено 9560 человек. Из них 4435 боевиков, включая 337 раненых, а также все женщины и дети. Российской Федерации были предприняты все необходимые меры безопасности для обеспечения беспрепятственного вывода из города боевиков и членов их семей. В этих целях офицерами Российского центра примирения было выставлено 7 комендантских постов по маршруту следования колонн. Сам маршрут проверен на отсутствие взрывных устройств, осуществлена его очистка от завалов и баррикад. Российские военнослужащие осуществляли контроль погрузки в транспортные средства и движения колонн по всему маршруту. Каждый автобус сопровождался представителями сирийского общества Красного полумесяца и сирийской полиции. Операция по освобождению Алеппо от террористов завершилась. Правительственные войска ликвидируют отдельные группы радикалов, отказавшихся выйти из города. В течение года в ходе рабочих встреч и переговоров с американцами на различных уровнях мы пытались добиться от США практических шагов по отделению умеренной оппозиции от террористов. Однако Соединенные Штаты под различными предлогами отказывались это делать. Тогда Россия предложила предпринять совместные усилия по выводу террористов Джабхата Нусры из Восточного Алеппо, что также не было поддержано США. Теперь мы это сделали самостоятельно. В ходе освобождения восточных кварталов Алеппо добровольно сдались 3406 боевиков умеренной оппозиции, которые прекратили сопротивление и сложили оружие. 3056 из них амнистированы. В отношении остальных продолжаются проверочные мероприятия. Численность отрядов радикальных группировок составляла более 4500 человек. Подавляющее большинство из них было выведено за прошедшие сутки из города. Этим завершено отделение умеренной оппозиции от террористов. За все время операции по освобождению города из Восточного Алеппо вышло более 108 тысяч мирных граждан, насильно удерживаемых боевиками. Они сейчас находятся в центрах временного размещения и обеспечены всем необходимым. Гуманитарная помощь этим людям оказывается только Российской Федерацией и сирийским правительством. Мы неоднократно слышали со стороны Запада и различных международных организаций призывы незамедлительно организовать доставку продовольствия и предметов первой необходимости жителям Алеппо. Однако на сегодняшний день ни одно из государств и международных организаций такую помощь населению города не оказывает. В освобожденных районах Восточного Алеппо сирийскими военнослужащими было обнаружено несколько складов с продовольствием, доставленным из-за рубежа. Эти продукты употреблялись только террористами и членами их семей, а население Алеппо в это время страдало от недоедания. По всей видимости, западные страны и гуманитарные организации не спешат направлять помощь в Алеппо, так как там больше нет ее основных получателей, боевиков, а мирные жители их не интересуют. Можно сколько угодно выражать свою озабоченность судьбой жителей Алеппо, находясь в Женеве или Нью-Йорке, и при этом ничего не делать для того, чтобы им помочь. Более того, набирает обороты новая информационная кампания. Отдельные западные политики заявляют о якобы имевших место массовых жертвах среди мирного населения в ходе операции по освобождению Алеппо. По их словам, улицы города завалены трупами, а в подвалах по-прежнему прячутся тысячи жителей. Могу со всей ответственностью заявить, что данная информация – откровенная ложь.
Вместе с сирийскими военнослужащими в освобожденные от боевиков районы Алеппо заходили офицеры Российского центра примирения и представители Международного комитета Красного Креста, но никаких трупов там не обнаружили. Кроме того, на весь мир в реальном масштабе времени шла трансляция с беспилотных летательных аппаратов. Наши люди работают на земле, и мы получаем информацию из первых рук, а не из социальных сетей и сайтов боевиков. Сейчас, после освобождения Восточного Алеппо, свыше 7 тысяч жителей уже смогли вернуться в свои дома. Возвращению мирного населения мешает то, что, уходя из города, террористы разрушили объекты социальной инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин и заминированных социальных объектов. В настоящее время российскими саперами проводится разминирование территории, освобожденной от боевиков. Администрацией города ведутся восстановительные работы. В ряде районов уже возобновлено электроснабжение и подача воды. Последние месяцы показали, что правительство Сирии готово пойти на многое для того, чтобы на сирийской земле воцарился мир. Лучшими подтверждениями этому является амнистия, которой смогли воспользоваться тысячи человек по всей стране, а также выход отрядов оппозиции из ряда населенных пунктов, блокированных правительственными войсками. Это помогло избежать ненужного насилия и сохранить множество человеческих жизней. В качестве недавних примеров, помимо Восточного Алеппо, можно привести населенные пункты Хан-эн-Ших и Эд-Тель провинции Дамаск. Считаем, что с выводом вооруженных формирований из Алеппо и завершением операции по его освобождению созданы все условия для мирного урегулирования конфликта в Сирии. Спасибо за внимание.